Всем привет, с вами Макс, и сегодня я расскажу вам о одной из важных основ фундамента технического анализа – японских свечах. В этом видео вы не только узнаете все о свечах, но и научитесь понимать, как с ними работать. Я поделюсь с вами эффективными комбинациями и секретами использования свечей для того, чтобы вы смогли улучшить качество своей торговли. После просмотра этого видео абсолютно каждый из вас будет полностью разбираться с японскими свечами, поэтому усаживайтесь поудобнее, видео будет максимально информативным. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые не только сделают вашу торговлю разумнее, но и помогут вам заработать. Вы на канале Max Pro Trading, поехали! Итак, начнем с того, что японские свечи – это тип отображения графика, который используется в техническом анализе. Свечи считаются наиболее информативным инструментом для анализа динамики цен и показывают, как меняется цена за определенный период времени. Это может быть любой интервал времени, то есть одна свеча – это фиксированное вами время, за которое меняется цена. Это может быть и один день, и одна минута. Это зависит от того, какой интервал времени вы выберете в настройках. В японском свечном анализе свечи имеют два цвета – черный и белый, но в современных платформах чаще используется красный и зеленый цвет. Каждая свеча состоит из тела и тени и имеет 4 цены: цену открытия, минимальную цену за интервал времени, максимальную цену за интервал времени и цену закрытия. А разница между телом свечи и максимальной или минимальной ценой называется тенью свечи. Такое отображение ценового диапазона очень сильно напоминает свечку с фитилем, и как бы это банально не звучало, именно поэтому данный тип графика называется свечной. Вы всегда можете поменять тип графика, но японские свечи считаются одним из самых информативных видов, и сейчас вы поймете почему. Вам могло показаться, что существует много видов свечей, но на самом деле их всего 3. Это бычьи свечи. Они направлены вверх и всем своим видом указывают на рост цены. У них цена закрытия свечи выше, чем цена открытия, и такие свечи зеленого цвета. Главное, что вам нужно запомнить, так эти свечи указывают на рост цен. Медвежьи свечи. Они направлены вниз и всем своим видом указывают на падение цены. У них цена закрытия свечи ниже, чем цена открытия, и такие свечи красного цвета. Чтобы легко запомнить названия видов свечей и не путаться, где медвежьи, а где бычьи свечи, можете применить вот такую вот ассоциацию. Бык зеленый, а медведь красный. Когда-то именно так я и запоминал. И третий вид – это свечи доджи. Эти свечи выглядят особенным образом. У них цена открытия и цена закрытия являются одной точкой. Именно поэтому у них есть тень свечи, но тела свечи нет. Друзья, кстати, я работаю на этой платформе каждый день на протяжении 3 лет. Это я к тому, что если вы до сих пор выбираете или ищете надежную платформу для работы, ссылку я оставил в описании. Теперь давайте поговорим о самих свечах. Как вы видите, они выглядят по-разному, и у каждой из них есть свое название. Начнем со свечей Марибозу, точнее с паттерна Марибозу. Свечной паттерн Марибозу – это длинная свеча с большим телом, у которой тени очень короткие или отсутствуют вовсе. На ценовых графиках различают 3 типа свечей Марибозу. Марибозу открытия – это полноценная свеча, у которой отсутствует тень со стороны открытия цены и присутствует небольшая тень со стороны закрытия. Марибозу закрытия – это свеча, у которой наоборот отсутствует тень со стороны закрытия цены и есть небольшая тень со стороны цены открытия. Полная свеча Марибозу – это свеча, у которой есть только тело и нет теней или они совсем маленькие. Визуально это можно представить, как будто на свечу кто-то давит, и в моменте этого давления образуется тень, что и будет символизировать возможное направление цены в сторону давления. Например, если у вас был рост цены, а затем появилась свеча Марибозу открытия, это может сигнализировать о продолжении роста цены. То же самое и на падение цены. Если цена шла вниз, а затем появилась свеча Марибозу с тенью, это может указывать на то, что скоро начнется движение вниз. А полная свеча Марибозу, у которой вообще отсутствует тень или тень маленькая, это сильный сигнал. Если вы видите такую свечу, это может говорить о том, что с большой вероятностью движение продлится в том направлении, какого цвета закрылась свеча. Если свеча закрылась зеленого цвета, цена будет идти вверх. Если в общем, то различают 2 вида модели Марибозу: бычья свеча Марибозу и медвежья свеча Марибозу. Бычья свеча Марибозу – это свеча зеленого цвета с большим телом, у которой отсутствуют тени или они слишком малы. Формирование этой свечи на графике означает
означает, что рынок находится под полным контролем покупателя, и цена с большей вероятностью продолжит восходящий тренд. А по-другому эту свечную модель называют белый Марибозу. Медвежья свеча Марибозу – это близнец бычьего Марибозу, у которого аналогичным образом формируется длинное тело и отсутствие тени. Единственным отличием является цвет самой свечи. Более опытные трейдеры называют эту модель черный Марибозу, которая означает продолжение нисходящей динамики. Это первая разновидность свечи, о которой вам нужно знать. Друзья, знание этого материала автоматически улучшит вашу торговлю и понимание рынка в целом. Так что, если вы что-то не поняли или недопоняли, рекомендую перемотать видео и просмотреть еще раз. Для меня действительно важно, чтобы каждый из вас хорошо усвоил материал, потому что следующая группа, о которой мы будем говорить, это свечи неопределенности. Это целая группа, в которую входит несколько типов свечей. Определить свечи неопределенности очень просто. У них всегда будет отсутствовать тело свечи, или тело свечи будет маленькое. Сейчас я хочу разбить их на 3 типа, для того, чтобы вы лучше поняли. Первый тип — это доджи, самый распространенный тип свечей неопределенности. Основное условие — отсутствие тела свечи или очень маленькое тело. Второй тип — это волчок. Это когда у этой свечи тело маленькое, но больше, чем у свечи доджи. Это и характеризует данную свечу как волчок. И третий тип — такури. Эта свеча выглядит как свеча с одной большой тенью и одной маленькой тенью с другой стороны, но этой маленькой тени может и не быть. В свою очередь, тело данной свечи будет короткое. Надеюсь, тут все понятно. А дальше мы разберем комбинации японских свечей. Следующую информацию будет сложнее запомнить, поэтому для вашего удобства все участники VIP-группы получат методичку с полным комплектом материалов из данного видео. В будущем эта методичка будет регулярно обновляться, предоставляя конспектированную информацию в формате PDF. Это будет предоставлено в виде конспекта. И если вы что-то забыли или просто хотите быстро пересмотреть информацию из видео, вы сможете это сделать прямо на своем телефоне. Это значительно улучшит ваше обучение, сделав его более комплексным, качественным и удобным. И теперь поговорим о комбинациях разворота японских свечей. А именно, я расскажу про модели поведения свечей, которые указывают на остановку, завершение или изменение направления тренда. Тут очень важно понимать, что остановка или завершение движения свечей — это не значит, что тренд сейчас развернется в другом направлении. Это всего лишь означает, что цена начинает медленно расти или падать. Вы должны это понимать. И чтобы определить дальнейшее поведение цены, существуют различные комбинации. Для начала рассмотрим комбинации разворота или перелома, состоящие из одной свечи. И первая из них — это молот. Прежде всего, молот — это модель разворота нисходящего движения цены. Молот имеет длинную нижнюю тень, как правило, небольшое тело. После появления такой свечи, перед которой было движение вниз, нужно дождаться подтверждения модели. То есть, еще одна свеча должна подтверждать молот. Это и будет указывать на то, что сила, с которой цена двигалась вниз, ослабевает. Далее это повешенный. Противоположная модель молота, только на восходящее движение. Такое название модель получила по своему сходству с повешенным человеком. Не знаю, где они увидели такое сходство, но повешенный может иметь как зеленое, так и красное тело. После повешенного нужно увидеть подтверждение. Красная свеча должна открыться ниже уровня закрытия минимальной цены повешенного. Модель разворота повешенный совместно с подтверждающей красной свечой представляют собой вторую комбинацию разворота. Как и молот, модель перелома повешенный не гарантирует перелом и изменение направления тренда, а только говорит о том, что тренд теряет свою силу и возможно будет перелом и изменение направления цены. И последняя комбинация из одной свечи – это падающая звезда. Модель японского свечного анализа падающая звезда похожа на молот, только перевернута. Это также модель разворота восходящего движения. Вслед за свечой, образующей модель падающей звезды, нужно обязательно дождаться подтверждения в виде еще одной красной свечи. Вот наша падающая звезда. Дальше мы видим подтверждение и разворот цены. Анализ комбинации этих двух свечей дает основания предполагать, что восходящее движение возможно закончено и следует ожидать разворота цены, либо как минимум не работать в продолжении восходящего движения до получения дополнительных подтверждений от ваших индикаторов. А теперь расскажу про комбинации разворота или перелома, состоящие из двух или более свечей. И первая комбинация под названием завеса из темных облаков. Модель перелома завеса из темных облаков должна появляться после восходящего движения, а именно после зеленой свечи, которая двигалась по тренду вверх, появляется красная свеча,
свеча, которая закрывается ниже половины предыдущей свечи. Без подтверждения такая модель не говорит о переломе или даже об остановке движения тренда. Только после закрытия ниже еще одной красной свечи можно предположить, что движение вверх остановилось и стоит ожидать перелома в обратную сторону. А зеркальная ситуация называется просвет в облаках. Модель перелома просвет в облаках – это вариант завесы из темных облаков в обратную сторону. Суть в том, что зеленая свеча, открывшись ниже красной свечи, закрывается выше половины этой же красной свечи. Модель просвет в облаках – это модель перелома нисходящего тренда. Если вы нашли такую комбинацию и ее подтверждение, это дает повышенную вероятность остановки или окончания движения вниз. А теперь про модели поглощения. Возможно, кто-то из вас о них слышал или использует их в своем анализе. Они называются бычье поглощение и медвежье поглощение. В общем, такая модель как поглощение довольно известна, и ее очень часто можно встретить у себя на графике. Она очень проста для анализа и эффективна. А суть модели перелома бычье поглощение заключается в том, что зеленая свеча закрывается выше ее максимальной цены, и после подтверждения можно ожидать перелома нисходящего движения. А модель перелома медвежье поглощение – это точная копия бычьего поглощения, только в обратную сторону. Данная модель говорит о переломе восходящего движения или о его остановке. Также есть редкие виды переломной модели. Они называются бычья и медвежья модель Харами. Данная модель перелома работает как после восходящего, так и после нисходящего движения. При нисходящем движении после красной свечи вниз следующая свеча открывается внутри диапазона красной свечи, немного как бы подпрыгивая. Эта свеча имеет маленький размер тела, сравнивая ее с красной свечой. Она открывается и закрывается внутри тела красной свечи. После Харами нужно дождаться подтверждающую свечу. При восходящем движении после зеленой свечи следующая свеча открывается с разрывом вниз, как бы немного падая, и закрывается с небольшим телом. Необходимо дождаться тоже подтверждающую свечу. В данном случае свечу с ценой закрытия ниже предыдущей свечи. С этим разобрались, теперь о звездах. Да, в трейдинге есть две модели звезды: вечерняя звезда и утренняя звезда. Вечерняя звезда – это медвежья модель перелома после восходящего движения. Она состоит из трех свеч. После уверенной зеленой свечи идет маленькая красная свеча, а за ней еще одна красная, которая закрывается ниже второй свечи и в идеале ниже середины первой зеленой свечи. Если вы словили у себя на графике такую комбинацию, это сильный сигнал остановки восходящего движения. А утренняя звезда – это бычья модель перелома после нисходящего движения. Тут все то же самое, что в вечерней звезде, только в обратную сторону. Еще одна комбинация, которую вы могли видеть у себя на графике, называется пинцет. Это две свечи, которые практически одного размера или вовсе одинаковые. Одна зеленого цвета, вторая красного. Они являются признаком разворота или изменения движения цены. Тут обязательным условием является их схожий размер. Еще есть комбинации, подтверждающие продолжение движения цены, и они называются три метода. И у них есть две модели: бычья модель и медвежья модель. Бычья модель продолжения движения предполагает небольшую остановку восходящего движения. А словить этот момент очень просто. После зеленой свечи в восходящем тренде появляется 3-4 красные свечи, а после появляется еще одна зеленая свеча. Важно, чтобы красные свечи не выходили за первую зеленую свечу. Модель будет считаться отработанной, когда все свечи будут находиться на одном или примерно на одном уровне. Если вы увидели такую комбинацию у себя на графике, это явный сигнал о том, что цена будет продолжать свое движение. В медвежьей модели три метода все то же самое, что и в бычьей, только в точности наоборот. Друзья, сегодня мы рассмотрели все основные японские свечи, их свечные модели и их комбинации. И теперь вы понимаете, что сочетание свечных моделей с индикаторными стратегиями может помочь улучшить точность вашей торговли. И чтобы сразу после видео начать практиковаться и улучшать свои навыки, просто выберите индикаторную стратегию. Пересмотрите мои предыдущие видео и выберите одну или несколько индикаторных стратегий, которые вам понравились или кажутся наиболее подходящими для вашего стиля торговли. Например, это может быть скользящие средние, RCI, MACD или любой другой индикатор. Далее определите свечные комбинации. Продолжайте изучать свечные модели, о которых вы узнали в этом видео. Выделите те, которые вы считаете наиболее интересными или подходящими для вашей выбранной стратегии. Для большего понимания практикуйтесь с каждой свечой, с каждой моделью и комбинацией. Просто откройте график и начните его анализировать, применяя выбранные вами свечные комбинации и индикаторы.
индикаторы. Смотрите и запоминайте, как ведет себя цена при тех или иных ситуациях. Обязательно ведите журнал торговли или конспект. Важно вести журнал всех ваших сделок. Записывайте, когда и почему вы открывали сделку и как она закрывалась. Это поможет вам анализировать свои решения и создать или улучшить свою индивидуальную стратегию для постоянной прибыли. Продолжайте обучение. Торговля – это постоянный процесс обучения. Изучайте новые свечные комбинации. Экспериментируйте с разными индикаторами и стратегиями. Чем больше вы знаете и понимаете, тем успешнее будет ваша торговля. Торговля требует терпения. Не увлекайтесь эмоциями и придерживайтесь своей стратегии. Помните, что успех требует времени и усилий. Практикуйтесь, анализируйте результаты и постоянно совершенствуйте свои навыки. Друзья, пишите в комментариях, какие модели японских свечей вам чаще встречаются в торговле, какие комбинации вы используете и с какими индикаторами вы чаще работаете. Также напишите, какая комбинация вам понравилась больше. Ваши комментарии играют важную роль в улучшении качества моих видео, тем самым делая ваше обучение эффективнее. Не забудьте поставить лайк этому видео. Ваша активность в виде лайков ускорит выпуск нового видео о техническом анализе. Чем больше лайков вы оставите, тем быстрее я поделюсь с вами знаниями, которые улучшат качество вашей торговли и уровень вашего развития в мире трейдинга. Я предлагаю вам с головой окунуться в мир трейдинга и изучить его изнутри. Спасибо каждому за поддержку, следите за каналом и не пропустите новые видео, ведь возможно именно они изменят вашу жизнь. С вами был Макс, жду вас в Telegram, пишите мне прямо сейчас и увидимся в новых видео.